Что вот это? Что это такое? Что это такое? Что это такое? Даже не хочу ими рисовать, потому что они ужасные. Существует большое разнообразие наконечников для Apple Pencil. Сейчас, мне кажется, они уже есть на любой вкус. Дело в том, что оригинальный наконечник кажется толстым и неудобным, особенно если ты перешел с какого-то другого устройства, планшета Wacom или Samsung. Я решила купить все наконечники, которые существуют и были мне доступны, протестировать их и рассказать о каждом подробнее. Каждым наконечником я выполню небольшой скетч и прокомментирую свои ощущения. Потому что мне кажется, что проводить просто линию и говорить, этот наконечник чуть тоньше, этот чуть толще, нет смысла. Важно, насколько удобно им работать, а не просто линии проводить. Для металлических наконечников я буду использовать защитную пленку. У меня вот такая, это аналог Paper-Like. Мне нравится эта пленка тем, что ее можно снять, у нее специальные магниты, и в любой момент ты можешь ее убрать. Потому что мне в целом не нравится, как пленки делают экраны тусклыми, поэтому я решила остановиться именно на таком варианте и не клеить пленку, а накладывать, когда она мне будет нужна. Этой пленкой я очень довольна, я ее прям рекомендую. Но минус в ней тоже есть. Она сильно стачивает наконечники. Со временем наконечник стирается и становится острым, и также может поцарапать экран. Так что старые наконечники лучше тоже использовать с пленкой или сразу менять на новые. Начнем мы с вот такого длинного металлического наконечника. Странно, но по этой защитной пленке наконечник ощущается очень скользким. Если сделать небольшой наклон, то наконечник не срабатывает и практически не проводит линию. Попробую без защитной пленки. Без пленки более приятные ощущения, но я не хочу рисковать своим экраном, используя металлический наконечник. С текстурной кистью этот наконечник работает не очень точно, выходит за линии, но возможно только с этой кистью. С давлением вроде все в порядке, проводит и слабые линии, и более толстые при правильном нажатии. Мне все время приходится напрягать руку, чтобы линия шла правильно, ощущение, что он слишком скользит. Следующий наконечник оказался таким же, как первый, просто непрозрачным. Третий наконечник тоже металлический, похож на шариковую ручку, не такой скользкий. Но как будто что-то не так с нажимом. Обычно я начинаю работу очень легкими линиями, но с этим наконечником получается очень толстый, и в целом рисунок какой-то кривой и неаккуратный. Сниму защитную пленку, попробую без нее. В целом ощущение лучше, но из-за страха поцарапать экран с металлическими наконечниками лично мне трудно расслабиться. Думаешь не о том, что ты рисуешь, а о том, не поцарапаешь ли ты экран своими размашистыми движениями. Верну пленку. Кажется, что этот наконечник немного лучше первого, но с нажатием у него проблемы. Следующий наконечник с тонким резиновым шариком на конце, ну или не совсем шариком, немного напоминает стилусы от Samsung. Очень тяжело этим наконечником рисовать по пленке, как ластиком по стеклу. Без пленки то же самое, если честно. Что странно, наконечник ощущается острым. Металлические были такими гладкими на ощупь, а этот реально острый. Ощущения от рисования, если честно, для меня неприятные. И о боже, что происходит с линией? При медленном темпе она вся волнистая. Быстрый штрих получается хорошо, но медленный просто ужасен. Я не могу провести ровную линию по собственной линии. Следующий наконечник 2H, и он оправдывает свое название. По виду он похож на обычный. Ощущение от него практически как от обычного, но ощущается, что он более твердый в рисовании. В процессе скетчинга я выяснила, что он идеален для штриховки и очень хорошо имитирует механический карандаш. Кому-то это действительно будет полезно. Два слова об этих бесполезных штуках. Я не знаю, кому они могут быть удобны. Это резиновая насадка на стандартный наконечник. Они вообще неудобные. Они плохи на пленке, они плохи без пленки. Напишите мне в комментариях, если кто-то действительно ими пользуется. Я бы посмотрела на работу, которую этим нарисовали. И, наконец-то, мой фаворит 2B. Это полностью прорезиненный наконечник. Он мне очень понравился. Он достаточно скользит, но при этом очень пружинистый. Я рисую теперь только им. Он хорош и на пленке, и без нее. Подходит для всего. Рисовать штриховку, набирать тон. Расскажу небольшую историю про этот наконечник. Когда я отправилась в поездку и взяла с собой iPad, но порисовать мне так и не удалось. Он все время лежал в сумке, вот таким образом. И вот что произошло с наконечником. Он отклеился. И внутри он похож на один из металлических. Я сразу же заказала несколько таких, как этот. Я не знаю, был это какой-то брак, и случится ли это с другими наконечниками этого типа, или это была просто случайность, что он расклеился.
Наконечники, которые я заказала сейчас у другого продавца, пока что не расклеиваются, но и не лежат у меня в сумке 2 недели. Но все равно это самый лучший наконечник, я вам его рекомендую. Все полезные ссылки будут в описании. Напишите мне, какими наконечниками пользуетесь вы и какой наконечник для вас самый удобный. Или стандартный наконечник — это для вас One Love.